мы в Барселоне. Сегодня мы хотим снять блошиный рынок в Барселоне, но он сегодня закрыт. Вообще, посмотрите, ни машин на улице, вообще мало людей. Мы уже кое-что купили. Бургеры, они вот нас прям который день уже преследуют. Слушайте, ну это невозможно. Хамоны, да, хамоны. Это да, это... А вот впереди, видите, Икеа. Здесь на Кафедрал площади тоже такая импровизированная ярмарка. Вторая попытка попасть на блошиный рынок. Посмотрите, какие завалы вещей, шубы, какие-то плащи, пиджаки. Но в этом надо во всем копаться. Это была прям мечта снять блошиный рынок в Европе, в Испании, в Барселоне. Всем привет! Мы в Барселоне. Большое спасибо моим подписчикам, которые комментируют, ставят лайки. Я очень вам благодарна за ваши эмоции. Сегодня мы хотим снять блошиный рынок в Барселоне. У меня есть, кстати, уже несколько выпусков о блошином рынке в Алмате, о блошином рынке в Караганде, это Казахстан. А сегодня мы в Испании. Вот, кстати, наша гостиница находится недалеко, мы прошли пешком. Вот за моей спиной там уже располагается блошиный рынок. Мы сейчас дойдем и покажем, как он устроен, что там есть. Сегодня пятница, в пятницу он работает с утра. Посмотрим, в общем, что там будет. Вот за моей спиной находится вот этот блошиный рынок, на который мы хотели сегодня попасть. Видите, с зеркальной такой крышей. Но он сегодня закрыт, и мы не можем понять, может быть, какой-то праздник сегодня. Надо будет сейчас нам посмотреть, загуглить, потому что сейчас 9 утра, но вообще, посмотрите, ни машин на улице, вообще мало людей. И так, если вот посмотреть, это такой райончик жилой, да, только вот эта вот башня яйцеобразная нам говорит о том, что мы в Барселоне находимся, а так вот вообще даже не скажешь, что мы в Барселоне. Нам не удалось побывать сегодня на блошином рынке и снять видео с него, потому что сегодня праздник, День всех святых, нам уже подсказали, кстати. И здесь недалеко от вот этого блошиного рынка такой большая такая территория со всяческими магазинами, Carrefour есть, сетевые магазины. Нам самое главное нужно было магазин Uniqlo. Мы пошли. Вообще сегодня такой, знаете, день, видно, что какой-то выходной, расслабленный, народа нет, в магазинах никакой толкучки, всех как-то так на расслабоне. Мы уже кое-что купили, зашли, купили водички и дальше двигаемся. Мы в этот раз решили гулять по Барселоне без какого-либо четкого плана, не брать никакие экскурсии. Вот что придет на ум, туда и будем идти. Пока сейчас на ум еще пока ничего не пришло. Ну, подумаем сейчас. Сразу прошу прощения, что сегодня не будет, скорее всего, ни Саграды Фамилия, ни горы Монджуик, ни других достопримечательностей Барселоны, потому что мы уже несколько раз все это видели, это прекрасно, это красота неописуемая. У нас немножко другие планы, потому что мы с компанией, и, в общем, поэтому мы ходим все по этому торговому центру. Здесь какая-то такая зона ресторанов, решили зайти посмотреть, что здесь есть. Бургеры, они вот нас прям который день уже преследуют, слушайте, но это невозможно. Да, цены, посмотрите, 15-16 евро, да, вот. Вот, что только меня привлекает, это вот салат «Цезарь». Можно будет пообедать. Давайте пройдем, посмотрим, что еще здесь есть. Хотелось бы попробовать такое, да, что тут, тако, да, или еще такое бывает же, или я не права. Ладно, посмотрим, что здесь есть.
Да, здесь вообще вот в эту поездку мы особо не готовились. Обычно я прям прописываю полностью весь план, как мы будем двигаться там с аэропорта, все маршруты. А тут мы решили вообще довериться судьбе и вообще заранее ничего не планировать. Здесь типа кулинария. Все понятно. Вообще, вот этот вот торговый центр, он из 3 этажей состоит. Мы на 3-й этаж сходили, там ничего такого особого. На 2-м этаже вот большой Карифур, еще какие-то бутики все сетевые. А здесь вот так вот кафешки, рестораны. Хамоны, да, хамоны. Это да, это вот какие всякие, да. И цены можно посмотреть. Вина. А что это такое? Вообще вот это вот уже из дорогих, посмотрите, 26 евро, потому что сейчас мы были в Карифуре, там 2, 3, 5 евро, вот такой был разброс цен. А это уже такое крутенькое, дорогое. Где сейчас мы ходим, это вот не прям такой туристический центр, да, там, допустим, возле Саграда Фамилия, да, это немножечко вот где жилые кварталы, и здесь в основном отдыхают местные. Вот если сегодня праздничный день, понятно, сидят, отдыхают, пьют вино уже с утра. Что у нас здесь? Ну вот что-то еще закрыто. Ладно, придем домой, загуглим. Боулы есть, смотрите. Боулы, вот цены, да, какие. Там 9 евро, 7 евро, 6. Очень даже неплохо, да? Вот обнаружили, есть такое буфетное меню, то есть одну сумму платишь, да, вот начиная от 15,95 евро, ну и дороже есть, и можно, да, выбирать из салатов, из вторых блюд, роллы даже есть. Вот это вот, кстати, очень удобная вещь, да? Ну, здесь так, всякие такие марки есть, где-то знакомые, где-то незнакомые. А вот впереди, видите, Икеа. Мы не избалованы этим магазином, поэтому хотим зайти туда, посмотреть тенденции. Сходим, пошлите. Икеа. Давайте посмотрим, что там. Hello. Ой, обожаю Икею. Как жалко, что у нас в Казахстане нет ее. Это же обустроить свою квартирку недорого, стильно, классно. Уже к Новому году есть подготовка. Конечно, ничего у нас не получится купить, потому что нам через весь еще мир, через весь мир нам надо двигаться будет. Ну и хотя что-то, может, это будет мелочи для дома, просто замечательные. Смотри, какой цвет красивой кухни. Мы просто ходим, нам, конечно, не то, что ничего не надо здесь покупать, мы просто физически не сможем что-либо приобрести и увезти, но посмотреть, какие
тенденции. Всегда интересно. Цвет красивый. Очень. Это что? Раньше у нас в Алмате был магазин, но он, конечно, не Икея назывался, но там все товары были из Икеи. Мы часто туда ходили, какие-то мелочи для дома все время там покупали. И сейчас он закрылся. Это похож на такого, который у нас дома есть. Мягкая игрушка нашего сына. Эти вот хорошие штучки. Да, это под салфетки красивые. Ну, будет просто смешно, если я куплю салфетки и повезу из Европы, потом у нас же еще Америка, а потом в Казахстан. Ну, хотя было бы желание. Здесь на Кафедрал площади тоже такая импровизированная ярмарка. Здесь, конечно, есть какие-то вещи и винтажные. Не знаю уж, насколько это прям старина, да. Завтра мы еще сходим, конечно же, на блошиный рынок, который находится возле нашего отеля. Но сегодня вот давайте посмотрим, что здесь есть.
120 is last class, but my profit is minimal. It's 18 cents. 8. No, 17, 18 cents. It's 1. No, 9. Вторая попытка попасть на блошиный рынок. И сегодня она удалась, сегодня работает этот базар. Вчера был праздник, День всех святых, было закрыто это все заведение. Ну вот посмотрите, здесь очень такая интересная крыша зеркальная, отражается все. Есть верхний ярус, там тоже есть ну, такие отдельчики, кафешки. Этот ярус вот нижний, по которому мы сейчас пройдемся. И посмотрим, что есть интересного. Вообще рынок работает с 9 утра до 8 вечера. Сейчас 9 часов 10 минут по-барселонски. Уже люди ходят и что-то покупают. Здесь есть и такие товары повседневного спроса по таким барахольным ценам. И есть какие-то ряды со старинными вещами, да, антиквариат, там винтаж. Посмотрим, мы сами первый раз здесь, что здесь есть интересного. В таких европейских городах, конечно, очень много блошиных рынков. Это такое распространенное явление. Мы первый раз в Европе на блошином рынке. Были мы и в Алмате, и в Караганде. Посмотрите обязательно эти выпуски. Сразу скажу, что мы небольшие... Сразу скажу, что мы небольшие знатоки всего вот этого антикварного и винтажа, но будем очень рады вашим комментариям. Смотрите, какая брошка. Ну, все девочки, наверное, любят такие вещи. Не одни мы здесь снимаем, тоже вот ютуберы, блогеры снимают здесь. По-моему, он на японском говорит. Вот бы еще разбираться в этом прям очень хорошо, во всем. А вообще надо, что нравится, то и покупать. В память о посещении Барселоны. Совсем другой набор товара, да? В сравнении там с Алма-Атой, допустим, с нашим блошиным рынком. Здесь, конечно, какие-то удивительные вещи можно приобрести. Я вообще читала, что вот этот рынок, когда с утра открывается, здесь прям приезжают такие фуры огромные, и продавцы, они сразу скупают там несколько тонн этого товара. То есть это не какие-то бабушки, которые там со своих подвалов достали и продают. Это такие профессиональные продавцы, у которых налажены каналы покупки. Вот какие модельки.
Кстати, здесь вот стоят рядом очень много мужчин и рассматривают, видимо, дети внутренние их очень хорошо вспоминают детство. Возле этой витрины очень много людей. Здесь пластинки, диски, вот гитару тут рассматривает мужчина рядом. Куклы, вон Барби лежат, Кен и всякое такое. Ну, здесь вот прям много людей. Посмотрите, какие завалы вещей, шубы, какие-то плащи, пиджаки. Но в этом надо во всем копаться. Вообще, мы проходили вчера мимо одного винтажного магазина и зашли туда, и, знаете, молодежь с таким энтузиазмом покупала винтажные вещи, и на них так классно это все смотрелось, какие-то плащи, там, кофты 70-х, 80-х годов. Это все было так стильно. Поэтому старинные вещички, они пользуются спросом. Это, альбомы, да, ага, альбомы, ну, все такое, да, уже здесь, старинная, да. Кто-то, видимо, тоже это собирает. Вообще, чего только не коллекционируют люди. Вот это что-то из морской тематики, да? Часики всякие, да? Какая красивая сережка. Ой, вот так вот она, да? Блестящая. Бабочка классная, смотри. Шкатулочка. Это такое красивое. Ну, любая женщина, конечно, в украшениях разбирается на основании того, нравится или не нравится, да? И нам без разницы, по-моему, какой это век, год, столетие там и так далее. Понравились бусики, и можно купить. А вот о предназначении вообще каких-то вещей вот только можно догадываться и, не знаю. Ну, посуда тоже тут. Посуда есть, кстати, да? Вот что-то мы там прошли, не было еще посуды. Вот посуда. Тяжеленная пепельница. Тяжеленная. О, матрешка. Вот этот блогер рядом с нами, японский, постоянно ходит рядом с нами, да, и он ведет стрим, я вот смотрю, и там у него столько комментов, столько у него зрителей, вообще классно.
Мы поднялись на второй уровень этого базара. Вот такой вот вид здесь открывается сверху. Посмотрите, людей сегодня очень много. Сегодня суббота, выходной. Видимо, все пришли поглазеть на старину. Возле каждого прилавка, возле каждого столпотворения людей. И причем и местных много здесь, и приезжих много разных национальностей. Причем японцев, китайцев здесь заметили много. Но мы казахи здесь одни. Вот если ориентироваться, где находится этот базар, посмотрите, вот эта вот башня, красная, вот она здесь вот прям 2 шага. И вот такой вот рынок, вот такой, посмотрите, крышей. Такая визитная карточка. Где-то там мы. Ну, здесь вот эти украшения, они прям одной единой какой-то кучей здесь свалены. Это, конечно, бижутерия, но любители тоже копаются, прям видно, долго, упорно копаются в поисках каких-то сокровищ. Господи, даже что это? Мне показалось, что это использованные бьюти-блендеры, а это какие-то яйца. Монеты, альбомы с монетами. И вот здесь вот эти почтовые штучки. Ну-ка, сейчас. Вот эти вот такие были у наших детей. Я их безжалостно выкинула, а надо было продать. Дети мои сейчас, если наши дети смотрят, они поругаются, скажут: мама, что ты сделал? Вот такой точно был, помню. И вот такой был. А вот это кто? В барселонской форме это кто? Да. Напишите в комментариях, кто это, что за футболист. Так как вчера не работала эта барахолка, сегодня прям очень много народа, и к некоторым прилавкам невозможно вообще подступиться. Прям некоторые прилавки, развалы пользуются прям бешеной популярностью, и мы стоим, ждем, когда немножко расступятся люди, и поснимать для того, чтобы... Вот много людей пластинки выбирают и диски. Вот это я точно заметила. Прям, да. Ух ты. Это что? Это зажигалка, да? Кому надо, говорите. Классная вообще вещь, да? Да. Но он-то не за Барселону болеет, наш дедушка. Кстати, если что-то сейчас с символикой футбольного клуба Барселоны увидим, то купим, да? В память о том, что... Вау, какой красивый браслет. Вообще. Нас напугали, что здесь очень много воришек, надо следить за вещами, поэтому все вот прям и снимаем, и сумочка здесь прям. Хотя там ничего такого нет, но не хочется стать жертвой мошенников. Ну здесь уже такие барахольные товары. А может это с уценкой, да, что-то?
Ну, новое, это абсолютно новое, видимо, какие-то уцененные товары. Можно найковские? И Дольче Габбана, и Кельвин Кляйн, и Томми Хильфигер. Так. Что? Из знакомого микроскопы. Это я знаю. Вообще такие старинные, да, микроскопы, фотоаппараты. Вот такое вот зеркальце. Ой, какая-то нюхательная соль, видимо, да? Такая миленькая птичка. Ой, у женщины, посмотри, какая шкатулка. Я, кстати, такую никогда в жизни шкатулку не держала в руках. Сейчас я ее, наверное, посмотрю. Ну, вот. Смотрите. А играет музыка. Просто через мой вот этот вот микрофончик не слышно, а музыка играет здесь. И здесь булавочки. Вот такая вот штуковенция интересная. Ага. Рули даже. Руль. И там уже новенькие перчаточки. Статуэтки. Книги. Причем одинаковое количество пожилых людей и молодых, да? И все с одинаковым интересом все это рассматривают. Я понимаю, там пожилые, наверное, у них ностальгия там по старинным временам, а молодые... Это была прям мечта снять блошиный рынок в Европе, в Испании, в Барселоне. Мы очень расстроились, когда вчера он был закрыт, но все-таки добились своего. И это первое такое видео, открывает большую серию видео о нашем путешествии. Сегодня из Барселоны мы будем отправляться в огромный трансатлантический круиз. И будет много-много историй и про наш лайнер, и про те города, которые мы будем посещать. Так что смотрите, друзья, ставьте лайки, комментируйте. Все делаем для вас. Yes. И называется он Explorer of the Seas. Ура, 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 ура! Ура, ура! Мы уже на корабле. Вы все знаете, какая трагедия там произошла. Там опять идут тучи. О, дождь начинается. Вот как одеты европейцы и как одета я. Дождь прошел, выглянуло солнце, и совсем по-другому все стало. Все снимать надо, я говорю своему оператору.